Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе высокой моды в Париже дом Кристиан Диор представил новую коллекцию «Кутюр. Весна-лето 2023», в которой главный акцент сделан на мастерстве пошива, а не на пышном декоре. Вдохновением к созданию модных ансамблей послужила богемная атмосфера французской столицы 20-х годов прошлого столетия, а также образ легендарной танцовщицы, певицы и актрисы, одной из главных фигур эпохи джаза Джозефины Бейкер. Творческий путь звезда начала в Америке, но талант ее вспыхнул и раскрылся уже в Париже. Своим танцем Жозефина стремительно завоевала признание местной публики. Почитатели называли Бейкер настоящей черной Венерой. Пабло Пикассо писал ее портрет, Жан Кокто сходил по ней с ума, Эрнест Хемингуэй называл ее самой сенсационной женщиной, которую он когда-либо знал. А сегодня креативный директор Dior Мария Грация Кюри сделала Жозефину музой новой модной линейки. Безупречно владеющая кутюрным мастерством, дизайнер не только наряды, но и ткани, фактуры представила в коллекции так, что у всех создалось впечатление, будто это и есть гардероб Бейкер и ее современниц. Взять хотя бы, к примеру, первый образ, с которого открывался показ. Как вы могли видеть, друзья, на подиум вышла модель в атласном боди и накинутом поверх него пальто-халате. Далее роскошное бархатное платье. Возникла иллюзия, словно мы заглянули за кулисы в уютную гримерную, откуда актриса потом шагнула прямиком на сцену. Вполне объяснимо выбранная автором коллекции цветовая гамма. Черно-белая палитра здесь созвучна с архивными фото тех лет. Далее деликатно в модных ансамблях появляется пудровый, светло-синий, нежный оттенок слоновой кости. А затем образы наполняются золотым и серебристо-жемчужным сиянием, напоминая, что речь идет о нарядах певицы и танцовщицы. Мощным аккордом выступили монументальные платья-колонны в глубоком фиолетовом, шоколадном и темно-зеленом. Они представлены в финальной части показа. Линейка от кутюр сочетает в себе контрастные элементы, от кроя в мужском стиле до гламурного блеска вечерних туалетов, от строгих двубортных пальто, платьев и жакетов с юбками до середины икры, элегантных костюмов из жаккарда до очаровательных коктейльных нарядов, усыпанных мелкими стразами топов, корсетов, сетчатых полупрозрачных ансамблей и бисерной бахромы. Одежда словно скользит по коже и нежно обнимает тело. В шелке и бархате, зачастую с эффектом помятости, создается неравномерный рельеф, наполняющий ткань жизненной силой. Геометрические линии приталенных силуэтов подчеркнуты тонкими складками, мягкой драпировкой, а в изящных украшениях отражается стиль ушедшей эпохи, который повторяется в прическах и макияже девушек. Отдельной строкой стоит выделить обувь. Модели из бархата с платформой на сочной части выполнены в тон нарядом и сходны с туфлями и босоножками, которые предпочитала носить Жозефина. Кстати, в 50-е годы актриса не раз посещала показы Dior и даже иногда надевала вещи французского бренда на свои выступления. Для организации модного шоу был выбран Парижский музей Родена, где в саду установили гигантский тент. Оформлением показа занималась художница Микалейн Томас, с которой Мария Грация Кюри сотрудничает не первый сезон. Стены подиумного пространства украсили полотна из ткани и блесток с изображением главной музы коллекции, а также не менее известных звезд сцены тех лет, которые, как и темнокожая Бейкер, боролись и разрушали расовые барьеры в разных сферах искусства. В комментариях за кулисами дизайнер отметила: «Мне интересно рассказывать истории женщин прошлого, которые могут служить прекрасным ориентиром для будущего, независимо от национальности или происхождения, особенно когда они ломают стереотипы». Свою кутюрную коллекцию для дома Кристиан Диор Кюри решила назвать «Работа мысли». Высокая мода в исполнении дизайнера получилась не кричащей, не приторной, а очень выдержанной, с элементами нежной романтики и разумной роскоши, с истинной красотой даже в самых простых вещах. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! С интересом жду ваше мнение в комментариях. Всем огромнейшее спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Красоты и совершенства!
мирного синего неба и теплого, солнечного настроения!